что, мы приехали на объект, где нужно сделать монтаж топливного блока. Сейчас будем этим заниматься. Здесь из предварительных сложностей оказалось, что еще не подготовлена розетка внутри. То есть там просто провода без какой-либо оплетки, то есть без подключения. Вот, временно подключим пока через внешнюю розетку топливный блок. Ну а дальше уже, когда ремонт здесь будет заканчиваться, уже это все поправят, сделают как надо. Вот, сейчас на данный момент здесь приехали, получается, стекла в отдельном сэндвиче специально, чтобы они доехали, чтобы все было четко. Топливный блок. Ну а сам очаг мы уже привозили ранее, вот они его смонтировали. Довольно часто, когда приходим на монтаж, там очаг уже установлен, то очаг вот запачкан, приходится его очищать, чтобы он хоть как-то начинал иметь какой-то презентабельный вид. Вообще, в идеале, после монтажа, конечно, рекомендуем заклеивать пленочкой его, если делаете собственноручно монтаж. Проверяем дополнительно поверхность стекол. Вскоре их будем устанавливать. Вынули очаг. Сейчас установим стеклодержатели и подготовим его для того, чтобы поставить внутрь. Стекла все приехали целые, благо короб очень крепкий. Так, на заднюю стенку установили стимолит на специальный клей, который выдерживает высокие температуры. Сейчас на малярный скотч закрепили для того, чтобы это все чуть закрепилось, клей мог держать уже свою форму. Для того, чтобы стекло было с одинаковым зазором сверху и снизу, мы подкладываем немножко бумаги, тем самым нивелируя зазоры сверху и снизу, делая их одинаково. На этой модели мы решили установить как боковые, так и заднее стекло. Все заднее стекло черное, зеркальное, непрозрачное. Сейчас будем устанавливать топливный блок, а клей пока подсыхает. Так, перед тем, как поставить топливный блок, мы его вытащили из упаковки и подключили его внутри к нише. То есть внешний блок воткнули. Ну, сейчас здесь вот розетка вытянута. Загораются сигнальные индикаторы, что все произошло успешно. Для того, чтобы поставить топливный блок, нам нужны специальные ручки. Мы ими вот так вот захватываемся с одной стороны, да, и с другой стороны. И кладем топливный блок аккуратно, не защемляя ни пальцы, ни руки, ничего. Так, мы поставили топливный блок, а сейчас установим экран. Экран устанавливается на стеклодержателе, который мы заранее вкрутили в очаг. Вот, поставили мы стекло сейчас, экран перед линией огня, и все стекла на месте, и топливный блок. Так, прежде чем зажечь камин, нам нужно его заправить. Вот мы открыли канистру, а сейчас будем заправлять. Открыть лючок надо, нажатием на него. Угу. Там есть нибель, в который мы вставляем один конец шланга. Вот это. Да. Вот. А другой конец с защитой вставляем в саму канистру. Угу. Ну, на самое дно. Да. И нажимаем кнопочку включения насоса интеллектуального, да, на топливном блоке. Особенность насоса такова, что когда он заполнит топливный блок до уровня максимум, он сам отключит подачу топлива. И нужно будет просто лишь убрать шланчик. И все. В комплекте к камину автоматическому также идет помпа. Эта помпа необходима для того, чтобы, нажимая на нее, выкачивать из камина остатки топлива. То есть, когда нам нужно, например, транспортировать блок или куда-то что-то передвигать, то нужно удалить излишки топлива. Тогда мы с помощью этой помпы откачиваем топливо из него наружу. На топливном блоке предусмотрен также винт. На самом деле этот винт – это горловина топливного бака. Если мы ее открутим, то у нас будет отверстие, куда мы можем заливать просто из канистры через воронку топлива, минуя систему насосов. Это не так удобно, это сделано больше как дополнительная функция на какие-то экстренные варианты.
При заправке, когда в канистре не останется топлива, насос будет заглатывать воздух и будет издавать, соответственно, специфический шум. Вы останавливаете насос нажатием кнопочки, меняете канистру и продолжаете заправку дальше. Когда топливный блок заправлен полностью, да, насос сам отключается. В нашем случае вот он остановился, и для того, чтобы аккуратно извлечь силиконовый шланг и не пролить, я рекомендую зажимать его у самого ниппеля, вот так вот. И остатки, которые остались в шланге, они вытекают обратно в канистру. После заправки нам нужно нажатием на люк закрыть его. Ну и дальше мы будем включать топливный блок. Для включения используются кнопки на топливном блоке или на пульте дистанционного управления. Для того, чтобы включить топливный блок, нужно нажать на кнопку включения. Это крайняя левая кнопочка. Нажимаем ее один раз, блок себя проверяет, и нажимаем второй раз. Она начинает мерцать. Это значит, что режим поджига активизировался. И у вас загорается нить накаливания. Также хочу обратить внимание, что первый розжиг занимает около 5 минут, потому что топливо начинает подаваться только по системам топливного блока, потихонечку заполняя их и в конце концов уже начиная гореть. Последующие розжиги будут гораздо быстрее. Вот как только произошла подача топлива в отсеке, камин зажигается и начинает уже разгораться постепенно. Сначала это синее пламя, буквально несколько первых минут, и дальше становится уже желтым, ярким, красивым. Для управления с пультом можно использовать кнопки также включения и выключения камина, увеличение огня и уменьшение его. Эти кнопки необходимы для тонкой настройки пламени. Это все указано в электронном мануале, который идет в комплекте. Ну и чтобы выключить, нажимаем на кнопку «Выключить» на пульте или на самом топливном блоке. И постепенно топливный блок выключается. Также хочу обратить внимание, что на топливном блоке загораются два индикатора, которые указывают на то, что сейчас топливный блок в горячем состоянии и его касаться нельзя. Также он будет блокировать повторное включение до момента полного остывания. Ну и в окончании монтажа мы закрываем его пленкой для того, чтобы сохранить его в чистоте, так как здесь еще идет ремонт и летает пыль. Все, наша работа закончена. Тест проведен успешно, камин установлен.